Похороны могут выбивать детей из колеи, и Адам не был исключением. Тем не менее, его реакция при виде гроба была совсем не такой, как все ожидали. Его невинный голос эхом разнесся по комнате: «Папа все еще жив». От этого предложения у всех по спине пробежали мурашки, но никто не осмелился в него поверить. Однако любопытный полицейский решил расследовать это заявление, и то, что он узнал, было поистине сногсшибательным. Но прежде чем мы начнем, нажмите на кнопку «Мне нравится» и не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали, и нажмите на колокольчик уведомления, чтобы не пропустить новые истории. Офицер полиции, о котором идет речь, офицер Трент, старый друг отца Адама. Они с отцом Адама дружили со времен колледжа и даже поддерживали связь после того, как их жизненные пути разошлись. От того, что Адам сказал, волосы у него на затылке встали дыбом. Но это также зазвенело тревожным звоночком в его голове. Смерть отца Адама была любопытным случаем. Видите ли, Джозеф, покойный, умер не своей смертью. На самом деле, почти никто не знал, почему и как он умер. Его жена Розали была единственной, кто разговаривал со следователем, но она хранила молчание. На похоронах гроб был закрыт, и даже матери Джозефа сказали, что она не сможет увидеть своего сына в последний раз. Мягко говоря, все это было немного подозрительно. Поэтому после похорон офицер Трент оформил судебный ордер, чтобы иметь возможность ознакомиться со свидетельством о смерти Джозефа. Когда он прибыл в офис коронера с ордером в руке, он увидел на лице коронера встревоженное выражение. «Все выглядит очень плохо, но я не могу найти свидетельство о смерти», — смущенно сказал коронер. Офицер Трент не мог поверить в то, что услышал, но и поделать ничего не мог. Поэтому он отправился домой к Розали, чтобы поговорить с Адамом. Он должен был знать, почему маленький мальчик сказал что-то настолько дерзкое. Придя в дом Розали, она была удивлена, увидев офицера Трента у своей двери, что было понятно, потому что кому понравится встречать офицера на пороге своего дома. «Могу я поговорить с Адамом?» Офицер Трент любезно спросил, заметив это. Адам стоял позади своей матери. Розали немного колебалась, поэтому офицер Трент попытался разрядить ситуацию. «Ничего особенного, просто вопрос к храброму мальчику», — сказал он, встретившись взглядом с Адамом. Наконец мальчик шагнул вперед, желая помочь полицейскому. «Только один вопрос». Розали прошептала с решительным видом: «Адам, почему ты сказал, что твой папа все еще жив?» Офицер Трент терпеливо ждал ответа мальчика. Затем он внезапно посмотрел офицеру Тренту прямо в глаза. «Я видел его», — наконец ответил Адам. Офицер Трент хотел что-то спросить, но Розали потянула сына обратно в дом. «На сегодня достаточно», — сказала она, но что-то в ней изменилось. Она казалась удивленной и обеспокоенной ответом своего сына. Офицер Трент и раньше имел дело со случаями, в которых были замешаны дети, поэтому понимал, что сейчас не время продолжать разговор. Вместо этого он дал Розали свою визитку и попросил позвонить, если она или Адам вспомнят что-нибудь еще, о чем ему было бы важно знать. Подходя к своей машине, он оглянулся, но входная дверь дома была уже закрыта. Что-то подсказывало ему, что в этой истории есть что-то еще. Но это было непросто, поскольку единственным свидетелем, который у него был ребенок. В тот вечер офицер Трент сидел за обеденным столом в своей комнате, ошеломленный тайной, окружающей смерть Джозефа. Поскольку свидетельство о смерти отсутствовало, а конкретных доказательств того, что тело Джозефа находилось в гробу, не было, Трент понимал, что ему нужны дополнительные улики, чтобы продолжить расследование. Расстроенный, Трент отправился спать, понимая, что ордер на обыск без веских оснований получить невозможно. На следующее утро Трент прибыл в дом Розали, полной решимости выяснить правду. Ее первоначальное нежелание впустить его вызвало у него подозрение, но после некоторой настойчивости она впустила его внутрь. Усевшись,
Трент спросил ее о пропавшем свидетельстве о смерти. Розали, ничуть не удивленная, призналась, что с тех пор, как Джозеф скончался, все казалось неправильным. Судя по ее тону, она знала больше, чем хотела поделиться. Когда Трент заговорил о том, что Адам якобы встречался со своим отцом, Розали заколебалась. Она признавала живое воображение Адама, но призналась, что иногда сомневалась в том, что его рассказы были чистой фантазией. Ободренный ее колеблющейся решимостью, Трент стал расспрашивать о подробностях. Розали неохотно призналась, что Джозеф умер в интимный момент, объяснив это тем, что ей было неловко из-за открытого гроба на похоронах. Это открытие углубило тайну, добавив эмоциональной сложности ее осторожному поведению. Их разговор был прерван внезапным стуком в дверь. Когда Розали открыла ее, в комнату ворвался Адам, желая поделиться чем-то важным. «Я видел его, офицер, правда видел». Адам настаивал. Он рассказал, что видел своего отца возле старой детской площадки возле их дома, а позже в торговом центре за день до похорон. Трент отмечал каждую деталь, взвешивая вероятность того, что рассказы Адама правдивы, и вероятность того, что они являются плодом детского воображения. На следующий день Трент решил проверить их все. Проходя сквозь шумную толпу, он заметил человека, поразительно похожего на Джозефа. То же телосложение, та же походка. Это было странно. Сердце Трента бешено колотилось, когда он следовал за мужчиной, пытаясь подтвердить свои подозрения. Действительно ли это был Джозеф, или это было просто совпадение? Расследование приобрело особую актуальность, когда Трент понял, что это наблюдение может дать ключ к разгадке тайны загадочной смерти Джозефа. Офицер Трент проследовал за таинственным мужчиной по торговому центру, отмечая каждую деталь. Он останавливается в книжном магазине и кафе и, наконец, неожиданно заходит в магазин нижнего белья, что необычно отличается от известных привычек Джозефа. Поведение мужчины еще больше возбудило подозрения Трента, и он незаметно проследил за ним, когда тот выходил из торгового центра. Преследование привело его в тихий жилой район, где мужчина зашел в скромный дом. Сидя в своей машине, Трент наблюдал и документировал действия мужчины, делая подробные заметки о доме и его окрестностях. Странность ситуации и нервозное поведение мужчины убедили Трента в том, что эта зацепка была важной. Он был готов к активизации расследования, зная, что речь идет уже не просто о заявлениях ребенка, а о важной части тайны смерти Джозефа. Вооружившись фотоаппаратом, Трент сделал четкие снимки того, как мужчина входит в дом и перемещается внутри, надеясь, что улики помогут ему сделать следующий шаг. Вернувшись в полицейский участок, он представил фотографии судье вместе с показаниями Адама и подозрительными обстоятельствами, связанными со смертью Джозефа. Судья, склонный к доказательствам, выдал ордер на эксгумацию тела Джозефа. Для Трента это стало прорывом, возможностью наконец-то докопаться до истины. На кладбище Трент в сопровождении команды готовился выполнить распоряжение. Сцена была мрачной, машины выделялись на фоне мирных надгробий. Когда команда приступила к работе, Розали выглядела явно расстроенной. Протест. Она умоляла Трента прекратить, называя это нарушением спокойствия Джозефа, и настаивая на том, что все, что связано с его смертью, уже раскрыто. Ее протесты были эмоциональными и пылкими, но Трент, сохраняя свою решимость, объяснил, что вопросы, на которые нет ответов, требуют расследования. Несмотря на ее сопротивление, Трент твердо стоял на своем, зная, что ставки слишком высоки, чтобы отступать. Эксгумация, которая теперь была неизбежна, должна была либо поставить точку, либо сделать шокирующее открытие, и Трент приготовился к тому, что откроется в следующие мгновения. Получив одобрение судьи, он теперь был на шаг ближе к разгадке тайны смерти Джозефа.
и того, что могло скрываться на кладбище. Офицер Трент прибыл на кладбище с ордером на обыск в сопровождении бригады, оснащенной экскаватором. Когда команда собралась, появилась Розали, на ее лице было написано страдание. «Вы не можете этого сделать», — умоляла она дрожащим голосом. Пытаясь противостоять протестам Розали, Трент показал ей фотографии, сделанные им в торговом центре. Когда она рассматривала их, ее руки дрожали, а лицо побледнело, когда стало очевидным поразительное сходство с Джозефом. Снимки вызвали у нее любопытство, несмотря на ее первоначальное сопротивление. Она потребовала от Трента ответов, требуя подробностей о человеке на фотографиях. Джозеф. Трент, сохраняя конфиденциальность расследования, объяснил, что не может разглашать многое, не подвергая риску дело. Розали предложила альтернативный вариант – встретиться с мужчиной лицом к лицу, прежде чем трогать могилу Джозефа. Ее предложение показалось разумным, и Трент согласился, решив отложить эксгумацию, чтобы получить больше информации непосредственно от мужчины. С этим планом в голове он покинул кладбище и направился к месту жительства этого человека, полной решимости докопаться до истины. Подойдя к дому, Трент решительно постучал в дверь, демонстрируя свой значок как знак власти. Тихий район усилил звук его стука, усиливая напряжение. Дверь открылась, и на пороге появился мужчина по имени Алекс. Он озадаченно посмотрел на Трента. Представившись как профессионал, Трент попросил Алекса уделить ему минутку внимания. Ему. Оказавшись внутри, Трент, не теряя времени, прямо спросил: «Вы Джозеф?» Замешательство Алекса усилилось. Он нахмурился, когда ответил: «Джозеф? Я не знаю никого с таким именем», — ответил он, и в его тоне смешались замешательство и легкое раздражение. Трент внимательно изучал реакцию Алекса, выискивая любые признаки нечестности. Не убедившись в этом, Трент решил продолжить. Он настоял, чтобы Алекс сопровождал его в полицейский участок, чтобы прояснить некоторые несоответствия. Алекс застыл. Его удивление было очевидным. «На каком основании?» – спросил он, словно защищаясь. Напряжение между ними росло по мере того, как Трент проявлял твердость, решив докопаться до сути тайны, окружающей смерть Джозефа. Несмотря на протесты и замешательство Алекса, офицер Трент оставался непреклонным. Оформив необходимые документы, он арестовал Алекса, объяснив, что для разрешения ситуации необходимы дополнительные допросы. Когда Алекс попытался отступить, Трент действовал быстро, надел на него наручники и сопроводил в полицейский участок. В комнате для допросов Алекс, настаивая на своей невиновности, выразил недоумение по поводу выдвинутых обвинений. Когда ему показали фотографии Джозефа, он стал отрицать, что знаком с ним. Алекс неоднократно настаивал, что не знает этого человека, и его отрицание было непоколебимым. Разочарованный отсутствием прогресса, Трент предложил провести ДНК-тест в качестве окончательного способа подтвердить личность Алекса. Алекс, хоть и был настороже, согласился, понимая, что это единственный способ очистить свое имя. Ситуация приняла эмоциональный оборот, когда в комнату ворвалась Розали со слезами на глазах. Ошеломленная, она упала в объятия Алекса, безудержно рыдая. Алекс, явно пораженный, неловко утешал ее, спрашивая: «Мы знакомы?» Его искреннее замешательство только усугубило загадку. Трент молча наблюдал за происходящим, отмечая неожиданный эмоциональный накал. Результаты анализа ДНК внесли ясность. Алекс был не Джозефом, а его близнецом, разлученным при рождении. Это открытие ошеломило всех, особенно Алекса, который считал себя единственным ребенком в семье. Мир. Пока Трент излагал доказательства, на бледном лице Алекса отразилось недоверие. Тем временем Розали вспомнила важную деталь. Джозефа удочерили. Его родители как-то упомянули, что, по их мнению, у него мог быть брат или сестра.
Из ее слов следовало, что братьев разлучили в младенчестве, и они, сами того не подозревая, вели совершенно разные жизни. В комнате воцарилась ошеломленная тишина, когда до них дошла тяжесть этого открытия. Алекс откинулся на спинку стула, пытаясь осознать неожиданную правду о том, что у него есть близнец. Это открытие принесло с собой как завершение, так и новые вопросы, изменив загадку, окружающую Джозефа, и предоставив всем заинтересованным лицам возможность осмыслить последствия. Офицер Трент тщательно записывал новые события. Подтверждение родства близнецов добавило важный фрагмент к загадке таинственной жизни и смерти Джозефа. Он задокументировал каждую деталь, понимая, что эта связь между Алексом и Джозефом частично закроет дело, но также откроет новые пути для понимания сложностей, связанных с исчезновением Джозефа, и событий, приведших к его смерти. С раскрытием тайны близнецов у всех изменилось восприятие событий, приведших к похоронам Джозефа. Кусочки головоломки складывались воедино, образуя более четкую картину двух жизней, непреднамеренно переплетенных, но в то же время отчетливо разделенных. Розали, Алекс и даже Трент почувствовали всю тяжесть этого открытия, осознав, как глубоко тайны прошлого повлияли на их настоящее. Когда тайна близнецов была наконец раскрыта, было принято решение оставить могилу Джозефа нетронутой. Это решение принесло торжественный, но уважительный покой всем, кто был вовлечен в процесс, особенно Розали, которая считала, что безмятежность места последнего упокоения Джозефа должна оставаться неизменной. В последующие недели Розали и Алекс поддерживали регулярные контакты, исследуя странную новую связь, которая привела их в жизнь друг друга. Их разговоры, поначалу неловкие и нерешительные, постепенно становились более плавными и открытыми. Они делились историями о Джозефе, Розали делилась историей и воспоминаниями, в то время как Алекс впитывал каждую деталь, стремясь установить связь с братом, о существовании которого он и не подозревал. День, когда Алекс встретил своего племянника Адама, был наполнен осторожным ожиданием. Адам, любопытный, но застенчивый, показал Алексу свою коллекцию моделей самолетов, и вскоре они нашли общий язык. Знания Алекса в области авиамеханики, полученные за годы работы инженером, очаровали Адама, преодолев пропасть между ними. Их общие интересы заложили основу для зарождающихся отношений, превратив первоначальное замешательство в настоящую семейную связь. Шли месяцы, и Алекс стал неотъемлемой частью жизни Розали и Адама. Сообщество наблюдало, иногда скептически, но в основном поддерживало, затем как Алекс с удивительной легкостью интегрировался в семью. Дело было официально закрыто, оставив после себя в наследство вновь обретенные семейные узы, которые повергли местное сообщество в трепет. История Джозефа, Алекса и их воссоединения звучала в разговорах, напоминая о непредсказуемых и переплетенных жизненных путях. Тайна была раскрыта, но не с новыми потерями, а с обретением семьи.